Привет, друзья! Сегодня приготовим замечательное вкусное рассыпчатое печенье, орешки с начинкой из вареной сгущенки. Для этого рецепта не нужны специальные формы. Все очень просто и быстро. Получится у каждого. Такие орешки можно приготовить не только со сгущенкой, но и с любой другой начинкой, с шоколадом или джемом. Это печенье можно просто приготовить к чаю, а также испечь и преподнести в качестве подарка на любой праздник. В миску разбиваю яйцо, добавляю сахарную пудру, соль, растительное масло и по желанию немного корицы. Все перемешиваю до однородной массы. Добавляю размягченное сливочное масло и еще раз перемешиваю. Теперь всыпаю часть просеянной муки, разрыхлитель и все хорошо перемешиваю. Постепенно всыпаю оставшуюся муку и быстро замешиваю тесто. Вот такой консистенции должно получиться тесто. От теста отрываю небольшие кусочки и скатываю шарики. Они должны быть размером чуть меньше, чем грецкий орех. Из этого количества теста у меня получилось ровно 30 шариков. Тарелку накрываю и убираю в холодильник примерно на 10-15 минут. Затем снимаю пленку и разрезаю каждый шарик на две части. Половинки перекладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. Один край будущего орешка вот так вот руками слегка суживаю. И теперь нам потребуется деревянная шпажка. Ей мы намечаем середину орешка. И затем шпажкой делаю вот такие характерные для скорлупы бороздки. Такие бороздки нужно делать не поверхностно, а с достаточным нажимом, чтобы после выпечки они сохранили свой рельеф. Привлекайте к процессу детей, такое занятие им придется по душе. Теперь заготовки накрываю пленкой и отправляю в холодильник на 10-15 минут. После охлаждения выпекаю половинки в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-15 минут. Для начинки буду использовать вареное сгущенное молоко. Беру одну половинку орешка и покрываю начинкой. Второй половинкой закрываю и слегка прижимаю. Получился вот такой орешек.
В начинку по желанию еще можно добавить измельченные грецкие орехи. Совсем слегка можно посыпать сахарной пудрой. Вот такие замечательные вкусные орешки у нас получились. Выглядят они очень реалистично, и если вы их приготовите, вы точно удивите своих родных и гостей. В новогодние праздники их можно сложить в красивую коробочку и подарить. Самый лучший подарок своими руками. В этом печенье тесто очень вкусное, рассыпчатое, нежное, тающее. Идеально сочетается с начинкой из вареной сгущенки. Друзья, как всегда, от всей души желаю вам только удачной выпечки, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео.